Друзья, всем привет! С вами Ольга и Михаил. У нас для вас сегодня супер интересное видео. В 2021 году компания Берег выпустила большую линейку обновлений своих палаток. За моей спиной находится одна из таких палаток. Это УП-5 Люкс в модификации от 2021 года со всеми последними обновлениями. Мы уже укомплектовали палатку печкой и другой походной мебелью, чтобы она выглядела максимально приближенным к своим обычным условиям эксплуатации. Я думаю, она в полной мере готова, чтобы мы вам ее сейчас показали. Вперед! Начнем издалека. Палатка поставляется в достаточно большой сумке, весит 40 килограмм, габариты вы сейчас видите на экране. В стандартной комплектации к палатке идет пристегиваемый пол, одна распашная дверь, внутренняя перегородка, позволяющая разделить палатку на две комнаты, два съемных органайзера, комплект облегченных алюминиевых колышков с кольцами, комплект вертышей для установки палатки в зимних условиях. На каждом вертыше, кстати, есть пластиковый наконечник, мелочь вроде, а приятно. Далее комплект строп, инструкция, ремнабор и утягивающие стяжки, с помощью которых можно сумку немножко ужать в размере. Вся мелочевка при этом лежит в плотном кармане, так что, в принципе, и палатка защищена, и ваши другие вещи, например, в автомобиле. Палатка у нас полуавтоматическая, ставится она как зонтик путем раздвигания установочного штыря и силового каркаса в разные стороны. Тамбур тоже ставится нехитрым способом, однако он пристегивается на молнию, поэтому если будете использовать его зимой, обязательно смазывайте силиконовой смазкой молнии, чтобы они не примерзали. Поставить палатку в одно лицо, конечно же, можно. Я это сам лично проверял, однако потребует некоторой сноровки. В принципе, вспоминая 40-килограммовый вес палатки, я думаю, вряд ли кто-то будет ее таскать на одного. А вдвоем-втроем никаких проблем с установкой у вас точно не будет. По времени установки, включая оттяжки, можете ориентироваться буквально на 10 минут летом и 20-30 минут зимой, где основное время у вас, в общем-то, займет вкручивание вертышей или чистка снега. Чувствуется внимание к деталям. Каждый такой треугольничек, мало того, что служит для оттяжек, он также является кармашком, в который помещается стропа внутрь. То есть тут у нас на липе это все дело открывается. Вот, пожалуйста, кармашек. Также на этих кармашках есть светоотражающая полоска. Такая вроде бы мелочь, а действительно приятная. И, в принципе, если посмотреть на всю палатку, походить вокруг, пообращать внимание на какие-то детали, невооруженным взглядом действительно заметно, что производитель очень трепетно относится, в общем-то, к выполнению даже таких, казалось бы, простых элементов. Единственное, за что могу здесь поругать Берег, за то, что стропы по-прежнему не светоотражающие. Высота палатки 2,2 метра. Внутренний диаметр 4,4 метра, то есть это более 13 квадратных метров полезной площади. Чем не маленькая квартира-студия прямо в лесу. Вместимость палатки тоже внушительная. Это 11 человек, если вы студенты без комплексов и спите на полу в спальниках. Либо 5-7 человек, если вы спите на маленьких раскладушках и без печки, без стола. Либо 2-3 человека, в идеальных условиях. У вас будет и большая печка, и чан с водой, и большие раскладушки, стол, и куча пространства для хранения вещей, либо чтобы перемещаться свободно по палатке. Палатка у нас двухслойная, с ветрозащитной юбкой по всему периметру, что, конечно же, оправдывает ее название как всесезонную или универсальную. Внешний тент палатки выполнен из Оксфорда плотного достаточно 300 с полиуретановой пропиткой 4000 мм, что вкупе с проклеенными швами обеспечивает достаточно длительную защиту от осадков. При этом внутренний тент можно полностью отстегнуть, он крепится на липу, и в летнее время у вас, по сути, будет однослойная, легкая, скажем так, палатка. Если мы посмотрим на палатку в целом, то, как я уже говорил, она 8-гранная, и каждая грань палатки как-либо используется. Например, давайте посмотрим вот на эту грань. Здесь у нас находится арочный разъем. Это особенность именно люксовой версии УП-5. Всего в палатке 4 арочных проема. Они находятся в диагональных плоскостях. Арочные проемы при этом трехслойные. То есть 2 слоя у нас дублируют внешний и внутренний, плюс москитная сетка между ними. В летнее время мы можем полностью открыть 4, так сказать, проема, 4 грани палатки и превратить ее в полноценный шатер. Но самое главное, это не столько сама арка, сколько вот это панорамное прямоугольное вертикальное окно. Здесь оно закрыто у нас, скажем так, в вечернем режиме. Давайте посмотрим вот на это окошко. Здесь мы уже установили полноценный, так сказать, стеклопакет. Как можете видеть, поверх липы можно прикрепить прозрачное окно из морозостойкого материала, которое, в свою очередь, можно закрыть камуфляжной накидкой, так как мы видели на том арочном проеме. Сейчас на этом окне эта накидка убрана, и, обратите внимание, аккуратно закреплена на фиксаторы. Причем внутри палатки тоже есть такая накидка, которая позволяет изнутри окно закрыть, скажем, вечером, чтобы скрыться от любопытных взглядов, при этом не выходить на улицу.
Всего в комплекте идет 2 окна, что в сумме с тем, что у нас липа есть и снаружи, и внутри, позволяет нам сделать, например, зимний вариант окна. Такой своеобразный стеклопакет двухслойный. Самое главное, что они позволяют достаточно большому количеству света попадать вовнутрь. И также вечером, когда уже вокруг темно, а внутри палатки светло, этому свету позволяет выходить наружу, что в принципе создает некий такой уют вокруг палатки. То есть вы можете выйти, прогуляться, и у вас действительно поляна вся вокруг, в общем-то, светится. Ну, они просто выглядят эстетически очень приятно, согласитесь, особенно вечером. Далее, здесь у нас находится окошко. Всего у нас их 2, находятся они друг напротив друга. Они 5-слойные, их можно настроить для абсолютно любых погодных условий и пожеланий. Есть и прозрачный слой на липе, такой же, как у нас в арочных проемах. Клапан от осадков, возможность зафиксировать окно или этот клапан на подпорку. Москитная сетка камуфляжного цвета. Раньше, кстати, она была белой. Вокруг окна идут П-образные штаны, защищающие от осадков. В общем, если кратко, окна можно настроить относительно цвета вентиляции, осадков или камуфляжа так, как вам захочется. Окна воистину многофункциональные. Давайте, наконец, посмотрим оставшуюся грань палатки. Эта грань выделена под установку печи внутри палатки. Соответственно, в верхней части у нас здесь есть разделка дымохода. Под разделкой дымохода у нас находится вентиляция, которая, кстати, у нас тут уже надо бы почистить. Клапан вентиляции у нас закрываемый. Тут у нас есть жесткая распорка, ее можно убрать. Все это дело на липе схлапывается. Здесь внутри стоит москитная сетка. То есть, опять-таки, все продумано. С другой стороны, палатка полностью дублирует то, что мы уже видели. То есть там у нас находится еще 2 арочных проема и окошко между ними. Давайте лучше обойдем с той стороны и посмотрим на самую главную новинку 2021 года. Это тамбур-соединитель. Как его называют, производитель или просто тамбур в рамках нашего обзора. С одной стороны он крепится на молнию. Здесь у нас тоже молния, но такая как бы паз, в которую вставляется силовой каркас, дуга. И, соответственно, оттягивается на вертыши и на стропы. Конструкция предельно простая, ставится, как я уже говорил, минут 10, никаких проблем с этим нету. Высота тамбура примерно 1,8 метра. Проем закрывается на молнию на 2 слоя. Первый — это москитная сетка, а второй — это слой, который дублирует саму палатку. Причем они очень круто, очень красиво сворачиваются. Не знаю, мне безумно почему-то нравится, как это выглядит. Вот в такие аккуратные свертки и фиксируются на застежке. Здесь у нас есть такие специальные штучки, вот они. К ним можно прикрепить полноценный большой тамбур-баню размером 2 на 2, 2 на 3, 2 на 4 метра. Ну что сказать, тамбур выглядит на самом деле потрясающе. Когда-то я уже снимал обзор на нашу старую УП-5, и там я ругал этот козырек, который не поставишь, который так вот гуляет постоянно, палочки эти выпадающие. Здесь абсолютно все ошибки эти исправлены и учтены. А сам тамбур получился просто бомбический. То есть мало того, что он многофункциональный, у нас тут вот постельный лапник, то есть он достаточно широкий, где-то полметра точно тут есть. Здесь внутри у нас есть тоже силовая распорка с одной и с другой стороны. На этих распорках можно сушить вещи, например, в летнее время. В общем, все ограничено вашей фантазией. Это воистину универсальный, многофункциональный тамбур и прекрасное дополнение к самой палатке, которая тоже у нас универсальная. Ну что, пришла пора заходить вовнутрь. Нас тут встречает распашная дверь, и я уже однажды говорил, что это любовь моя с первого взгляда. Дверь представляет собой каркас из 4 диагональных прутков, обтянутых тканью. Крепится дверь на липу, которая теперь тоже, кстати, прошита по-другому. Приятно, что производитель позаботился о некогда проблемном месте. Дверь заводится под карман, который защищает от осадков и ветра дверной проем, если вдруг вы не ставите тамбур-соединителя. Если вы его поставили, конечно же, он возьмет эту заботу на себя. Дверь позволяет входить и выходить даже с занятыми руками. То есть с охапкой дров можно спокойно зайти вовнутрь. То есть подойти сюда, спокойненько подеть ее ногой, открыть, зайти, и никаких проблем. Можно выйти с 2 кружками молока, например, если у вас занято, открыть ее плечом, выйти и пойти по делам. При этом дверь находится под небольшим уклоном и, как видите, сама за вами закрывается. Ну, супер! Кстати говоря, если снять распашную дверь, то внутри есть 3 слоя, которые будут дублировать внешние и внутренние слои палатки и, конечно же, москитная сетка между ними. Ну что, давайте наконец уже попадем вовнутрь, а то мы все внешне. Внутри тоже есть что посмотреть. Погнали! Как видите, здесь достаточно много света, хотя мы используем всего одно вертикальное панорамное окошко и 2 открытых обычных окошка.
И здесь достаточно просторно. У нас стоит 2 раскладушки, большая печка с баком для воды, стол. При этом ничто не мешает ходить за счет того, что палатка купольная. То есть возле раскладушки я могу спокойно стоять, а на раскладушку при этом могу спокойно сесть, и опять-таки мне ничто не мешает. Здесь в очередной раз хочется отметить, что все потенциально болтаемые, скажем так, ткани здесь находятся в своих местах покоя. Так или иначе, это различные застежки, свертыши, рулончики. Также палатка выдерживает достаточно грубое к себе отношение за счет того, что здесь все нужные места усилены. Есть различные там треугольнички из ПВХ ткани. Сами даже молнии такого размера, что за них можно дергать даже в варежках, и все спокойно будет открываться, даже если у вас что-то где-то немножко там примерзло, например. Если мы посмотрим верхнюю часть купола, можно обратить внимание, что она сделана из светлой ткани, что, конечно же, достаточно маркая, скажут многие. Однако, это же сделано неспроста, это позволяет хорошо рассеивать свет, особенно, скажем, на зимней рыбалке, когда в 4 часа уже темно, по крайней мере у нас на Урале. Кстати говоря про свет, светильники мы кладем обычно у потолка на такую вот сеточку, не знаю почему она камуфляжного цвета, выглядит немного странно на белом фоне, но основному функционалу это, в общем-то, не мешает. Полка у нас при желании снимается, стирается. По всему периметру у нас идут вот такие карабинчики. Такие же карабинчики у нас идут по периметру верхнего купола. Причем, обратите внимание, находятся они на силовом каркасе и выдерживают достаточно сильный вес. Карабинами пользоваться одной рукой не очень удобно, однако они пластиковые. Язычок можно срезать и тем самым превратить карабинчик в крючок. Как я и говорил, карабины у нас находятся по всему периметру, их достаточно много, что позволяет натягивать между ними веревочки и размещать, например, кухонные принадлежности над столом, либо сушить вещи над печкой, почему бы нет. С этой стороны у нас находится разделка дымохода, закрывается она вот таким образом. В зимнее время, в летнее она закрывается на липу. Стенка здесь до самого пола защищена огнеупорной тканью, она крепится на липу, и при отсутствии печи ее можно, в принципе, с собой не брать, ну, либо, скажем, в летнее время. Под окнами у нас находится крепление для органайзеров. Всего получается у нас 2 окна, соответственно, 2 крепления. В комплекте также идет 2 органайзера. В них много различных вместительных отсеков на любой вкус. Тут есть прозрачные на молнии, на липе, длинные, короткие. В обновленных от 2021 года палатках органайзеры теперь вот так вот крепятся к стенке на липу, что очень удобно. Также среди нововведений 2021 года с 2 сторон палатки под окнами расположены сетчатые карманы. Все это вместе позволяет организовать в палатке порядок без особого труда. Кроме того, у палатки есть пол, который пристегивается по всему периметру, что в летнее время неплохо защищает от осадков, потому что молния находится на значительно большой высоте от пола, от земли. В зимнее время, конечно, пристегивать пол большого смысла нету, однако у палатки есть юбка, которая обращена как бы вовнутрь, и пол достаточно положить внахлёст с этой юбкой. Интересная особенность. Кроме того, пытливый зритель, скорее всего, заметил здесь такие черные линии. Это молния для крепления специальной перегородки или такой ширмы, которая делит палатку, по сути, на 2 комнаты, а с открытыми арочными проемами летом каждая комната будет иметь свой собственный вход с улицы. Кроме того, арку можно поставить не только в диаметральной плоскости, но и можно вырезать вот такой небольшой сектор, и здесь получится своеобразная душевая или туалет, если хотите, при этом с собственным окном или органайзером, или кармашками. В общем, без преувеличения, это очень сильно расширяет возможности палатки по ее применению. Ну что, друзья, в заключение давайте поговорим про стоимость палатки. Этот вопрос, вероятно, очень важный для многих. Точные цены я вам называть не буду. Смотрите на сайте производителя Берег, либо по ссылкам в описании к этому видео. Я вам дам небольшую пищу для размышлений. 1,5 года назад у нас стоял вопрос купить дачу или палатку, которая во много раз дешевле. Мы выбрали палатку. Друзья, за 1,5 года, где мы только не были с этой палаткой. Это же, по сути, и есть полноценная переносная дача. Вы приезжаете круглый год, куда хотите, ставите, по сути, ваш уютный дом и отдыхаете там с душой, с семьей, друзьями, рыбаками или охотниками. С этими мыслями я и оставляю вас наедине. А с вами были Ольга и Михаил. До новых встреч. Пока.